Все. Чай. Пришли в Rainbow Camp. Вот наша комната такая. Смотрите, тут какая. Все, едем на Кумбамелу теперь. Сидим тут, общаемся с людьми в автобусе. Как там обстановка? Люди друг с другом общаются. Да, как вот эта Маха Кумбамела. Она случается раз в 144 года. 400 миллионов паломников со всего. У нас тут первая остановка. В ресторане сейчас все перекусывают. Ночная дорога нас ждет еще, наверное, часов 9. Вот такие наборы продают здесь еды. И сладкое есть, и супчик. Своя еда из нашего индийского дома. Мне хозяйка наложила кичри. Воздушная кукуруза, или как называется, джоли-понг. Помните, такой был джоли-понг? Похоже. Так как Маха Кумб считается самым большим мирным фестивалем на планете. Сейчас даже в автобусе, здесь, в кафе, в придорожном, все люди друг с другом знакомятся, спрашивают: о, вы едете туда? И всего в 4 городах. И эти города меняются. Суть в том, чтобы приехать на слияние 3 рек Сарасвати, Ганги и Ямуны и окунуться в реке в период Кумбамелы. Особенно есть какие-то вот самые важные дни, это дни новолуния, полнолуния. И длится фестиваль 1,5 месяца, то есть есть 1,5 месяца, чтобы приехать и окунуться, согласно индийской культуре, да, мифологии, хиндуистской, точнее. Это очищает от всех грехов. Не уверена, что мы именно будем принимать омовение, но ножки точно окунем, потому что мне кажется, что места с высокой намоленной духовной энергией, это, конечно, хорошо, но есть множество других, и в плане стерильности воды, безопасных мест, где можно тоже получить хорошее омовение в святых местах, например, в предгорье Гималаев в Индии. Потому что после Варанаси, Кумбамелы наш путь лежит именно туда. Это огромный фестиваль. Я думаю, примерно сейчас, вот в один момент, да, сейчас там около, может, 200 миллионов человек, представляете? А в течение всех 1,5 месяца 400 миллионов паломников ожидалось. Так что будем смотреть. То есть на фестивале много-много разных секторов. Такое же, там какие-то учения, какие-то музыкальные там концерты, занятия. И много еды, говорят, что все чисто более-менее, только воздух не очень. Приехали, просто 24 часа на автобусе, и вот мы уже на Маха Кумбе. Пытаемся добраться сначала до нашего дома, хотя бы вещи оставить, а все остальное уже будет видно потом, что мы будем делать. Омовение совершали в реках, вот повесили, сушат свои вещи. Продают всякое, какие-то подношения, бутылки, чтобы воду набирать. Вот полиция тут у костров греется. Не самый центр. Верблюдик, то что гуляет. Просто торговля всякими браслетами, да, в 12 часов ночи. Еды, 100 миллионов, да. Очень много, везде, где можно поесть, даже сейчас, полночь. Потому что тут все нон-стопом продолжается, просто уже 1,5 месяца. И мы решили пойти в такой прям приличный ресторан, потому что мы уже приехали сейчас на север Индии. А здесь в плане и гигиены, и отравлений, как бы все
немножко сложнее, чем на юге. Поэтому сначала решили для первого вечера в нормальное кафе сходить покушать. Такое прям. Зашли, вот они сразу нам сюда сервис прям на столе делают. Вот это весь фестиваль, собственно. Наш духовный фестиваль Маха Кумба Мела. И вот вы видите, огни продолжаются. Вся их территория больше 100 километров. Мы в такой фэнси, немножко модный ресторан зашли. Но просто, чтобы себя здоровыми чувствовать. Тут иностранцы даже сидят. Сейчас попробуем у них обычные блюда, классические. Ну, так, все прилично вроде. Спустились с этого ресторана на первый этаж в лифте. Смотрите, тут какая картина маслом. Все спят. Просто так нормально живут. Прямо здесь. Ладно. Пойдем домой. Ребята тоже спят, отдыхают. Мы вот отсюда вышли. Вон, смотрите, у них там еще подземные такие кровати. Но если те были, я думаю, платные, то вот бесплатные. Все ночью кушают, вот. Несут с флагами, идут набирать воду. Продолжают свое паломничество. Остановились здесь вот в таком месте. Мы вообще сняли его на Airbnb, но это что-то типа общежитие для парней. Вот наша комната такая. Тут грязная посуда, все. Как будто в сумерках, да? Это потому что по территории Кумба Мела 100 километров везде есть лампы. Видите нашу улочку сверху. Доброе утро, Маха Кумба Мела. Как вы можете видеть, вот это все. Это все Кумба Мела. И дальше продолжается на множество километров. Такие рога. Улочки Прайаграджа. Просто тапынак. Здесь видите какой-то храм. 1 миллион человек лежит. И вот мы зашли на Кумба Мелу на самом деле. Видите, здесь туалеты женские. Такая вот организация. Нашли какую-то выставку. Пойдем посмотрим. Было намного жарче, чем на улице. Мы вышли на улицу посмотреть на базар, который здесь очень красивый, колоритный такой. Сели на рикшу велосипедную. Ходите, все не переходить. Тут парень нас толкает, а мы едем. Дэви
На Махакумбе, да? Здесь можно вообще всех индусов всей Индии увидеть. Реальные граждане. И богатые, и нормальные, и бедные. Вот такие домики у людей. Снеки на Кумбамеле. Вот мусор собирает лодка большая. Там прям пробка из лодок, видите. शिवराज सिंह चौहान सेक्टर 3 के निकटतम खोए हुए यदि मिले तो कृपया निकटतम खोए। आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। जन्नत देवी उम्र 75 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। कट्टों के सामान नहीं रखा जाएगा, सामान पीछे रखिए। घाट स्नान के लिए है, घाट सामान रखने के लिए नहीं है। घाट में केवल स्नान, सामान नहीं रहेगा। घाट में केवल स्नान होगा। कभी आप लोग तो भोजन करने का स्थान नहीं है। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। जन्नत देवी उम्र 75 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। अब नहीं सीधा नहीं गंगा जल की बोतल evde de здесь же множество таких мостов пешеходных. Впереди очень-очень много мостов. Так люди могут переходить с одного конца Кумбамелы на другой. Продают различные религиозные подвески, бинди, браслеты. Ракша, тусы, изображения божеств, для домашнего алтаря Шива-лингам. Чай, чай. Dokunduk mu? Çekmiyor. В конце нашего Кумбамела Experience мы пришли в Rainbow Camp. Rainbow — это такая хиппи-тусовка, такой фестиваль, хиппи-фестиваль.
свободы, где мы с мужем вообще познакомились и решили создать нашу семью. Здесь много иностранцев, большой костер, люди музыкой занимаются, общаются, люди со всего мира. Вот это Rainbow Camping на Кумбамейла. Так люди живут в своих палаточках. Намасте. Thank you. Что там делают? Все кушают. Все кушают. Здесь у них такой алтарь. Немножко индийцев и все иностранцы в основном. Питаются люди в ашрамах, духовных центрах, каких-то учителей, где бесплатную раздают еду. Попьем сейчас чай из керамических наперсточков.